Привет, сообщество! Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале обзор складного ножа Chest производства компании Kultratec. Сегодня мы с вами разберем нож, причем разберем как фигурально, так и реально. Поговорим о модели, об идее и, естественно, обсудим тесты. Chest — это полноформатный складной нож длиной клинка в 100 мм. Нож в данном исполнении выпускается в серебряной линейке Kultratec. Вес ножа 140 граммов, общая длина в открытом состоянии 230 мм, толщина клинка 3,9 мм и сведение при угле заточки в 36 градусов 0,2 мм. Конструктивно Chest — это флиппер с замком Liner Lock. Осевой узел на ноже — двойной радиальный закрытый подшипник с фиксацией на гайках. Финиш клинка — ручная зеркальная полировка спусков и галтовка. На рукояти имеется трехкомпонентная вставка из титана и микарты Crazy Fiber. Вставка на винтовом соединении. Фиксация плашек рукояти происходит в двух точках. Клинок на ноже изготовлен из стали Crucible CPM S90V с криообработкой. Твердость стали 63-64 единицы по шкале Роквелла. Сухарь на лайнере из стали 95H18 на твердости в 60-62 HRC. Фурнитура ножа выполнена из стали IC431. Лайнер, плашки, гайки, бэкспейсер и клипса — все титан. Выпуск ножа традиционно для серебряной серии ограничен сотней экземпляров. Все ножи пронумерованы. Самый известный нож компании Kultratec — это семейство Swarn золотой серии. Во-первых, это самый сложный, самый точный нож компании. Это, в конце концов, победитель Blade Show. И Swarn — это замечательный нож. Однако Chest, супротив Swarn, самый популярный нож компании. Судите сами, Chest выпускался и в золотой серии, и в бронзовой серии, и вот сейчас в серебряной серии. Более того, предшественник Chest, нож Баска, вообще самый первый нож Kultratec. Я надеюсь, у меня получится в итоге раздобыть на обзор все, или хотя бы большинство вариантов Chest. И мы с вами детально обсудим историю семейства. Chest в серебряной серии аккумулировал в себе множество предыдущих внедрений и привнес свое. И самое яркое — это, конечно, сталь S90V в серебре. S90V — это порошковая нержавеющая суперсталь производства американской компании Crucible. С точки зрения производительности, S90V является прямым конкурентом стали M390, в свою очередь, производства компании Böhler Uddeholm. Однако, в целом, мнения любителей ножей про эти стали разнятся, и зачастую S90V оценивается выше. Мы с вами обсудим стали детально, буквально через минуту. Chest в серебряной серии, точно так же, как и его бронзовый предшественник, работает на двойном радиальном закрытом подшипнике и точно так же фиксируется гайками. Однако актуальный Chest получил унифицированный вариант исполнения гаек. По большому счету, гайки не представляют неудобств. Каждый нож в серебряной или золотой серии имеет ключ в комплекте. Но в какой-то момент количество разных ключей стало несколько выходить за рамки, и унификация гаек — это бесспорно правильное решение. Chest — это классический современный полноформатный складной нож. Основная идея ножа — это ежедневное ношение с легким, но артикулированным акцентом в рабочие характеристики. Поэтому оставшуюся часть обзора мы с вами посвятим тестам, заточке и внутреннему устройству ножа. Результаты тестов на канате перед вашими глазами. Как и говорил выше, S90V — прямой конкурент M390. И это результаты. А вот сам тест, ожидания от теста и что в итоге вышло — это совсем другая история. Давайте условимся. Несмотря на то, что и Chest, и Cornet объединяет один принцип устройства осевого узла, все-таки это кардинально разные ножи. И далее по ходу видео я бы хотел сравнивать Chest с Аресом. Здесь все равно наоборот. Осевой узел на Аресе — это упорный подшипник, Арес — это фреймлок. Супротив того, Chest — закрытый радиальный подшипник и лайнер-лок. Однако идейно и Арес, и Chest очень похожи. В обоих ножах есть однозначный акцент в рабочие характеристики. При этом Chest более плотный, а Арес, наверное, более EDC-шный, что ли. По результатам технически Chest победил Арес. На практике же разница незначительна, и ею можно пренебречь. Нужно смотреть глубже. Весь тест, все наше обсуждение я хотел бы разделить на 3 больших куска. Вот первый кусок — это сталь, второй — это клинок, и третий — рукоять. И начнем мы с рукояти, начнем с конца. Первого взгляда на рукояти двух ножей вполне достаточно, чтобы предположить: Chest удобнее, и это подтверждается на тесте. Рукоять Ареса имеет 11 мм толщины, и это грамотно сделанная рукоять. Острых ребер в ней нет, рукоять сама по себе не создает дискомфорта. И тонкая рукоять удобна в посадке на карман, но толщина, как ни крути, имеет свою цену. И если на первых этапах реза, вот когда мы с вами на первичной остроте, и после, когда нож выходит на свою крейсерскую скорость,
На всех этих этапах разница в рукоятках Ареса и Честа практически не чувствуется. Однако, как только мы подходим к заключительной стадии работы, когда нож уже подсел, но все еще способен выполнять свою задачу, вот тут, на излете, Чест не оставляет шансов Аресу. Причем, что важно понимать, объем рукояти у ножей сопоставим, но более подтянутая форма Честа, более квадратная в сечении рукоять, серьезно упрощает контроль над ножом и передачу усилия при резе. Но, повторюсь, все это было ожидаемо с первого взгляда. Второй элемент пазла — это клинок. И вот здесь Арес отыгрывается. Толщина в 3,3 мм супротив 3,9 у Честа. Добавим сюда чуть более высокие спуски. Все это помогает Аресу проникать в канат легче. И это позволяет Аресу набрать несколько очков. Нельзя сказать, что разница драматическая. Все-таки оба ножа сведены в 0,2, и такое сведение позволяет работать комфортно. Более того, я в том числе порезал немного картона, дабы понять, насколько по-разному ощущается сверхплотный материал. Арес несколько лучше, да, но и Чест работает вполне нормально. И справедливости ради, и Арес, и Чест вчистую проигрывают на картоне Корнету. Картон, как ни крути, от начала и до конца — это стихия Варнклифа. Самый интересный момент теста — сталь. К сожалению, это только второй публичный тест с 90V в качественной термообработке. Информации пока мало, но даже то, что есть сейчас, подтверждает наши с вами первичные выводы. М390 потенциально более острая. С90V при старании на заточке тоже можно довести до очень хорошей остроты. Но М390 будет острее при прочих равных. Сказывается качество производства и актуальность оборудования у Бёллер Удехольм. Однако С90V мощнее составом. На практике все это приводит к следующему. Уровень остроты у М390 выше, но и темп затупления у М390 быстрее. Супротив того, С90 не так ярко стартует, но держит рабочую остроту дольше, и потеря остроты идет куда более плавно. Грубо говоря, пиковая производительность в моменте, если можно так сказать, вот эта производительность у Ареса с М390 выше, чем у Честа. Однако С90V дает больше комфорта работы в целом, и особенно, когда нож уже подсел. И вот эта фишка С90V — лучше работать на излете, дольше держаться от сваливания в мыльный рез — все это сделало репутацию американской стали. Друзья, с вашего позволения я немного отвлекусь и отвечу на вопрос старой гвардии. Когда 4 года назад шел тест С90V в первый раз, я думаю, вы помните Урс, прекрасный нож со штопором, так вот у нас с вами тогда родился вопрос, а насколько С90V в поведении близка к 125-ке? Я напомню, в качественной термомеханической обработке сталь CPM S125V не имеет аналогов вообще. Основная фишка 125-ки, если грубо, она не мылит, вообще не мылит. Так вот, насколько С90V схожа в поведении? Пока могу сказать так. Тестов было всего 2, и пока С90V отличается от М390. По остроте она проще, но по равномерности работы выигрывает. 125-ка же до сих пор абсолютно уникальная история. По итогу тестов эргономически Чест нож толковый. Нельзя сказать, что Чест выделяется чем-то конкретным. Эргономикой и удержанием рукояти Сварн по-прежнему лидер. И по-прежнему никто не обошел Урс по комфорту давления на рукоять. Однако Чест, впрочем, как и всегда, по совокупности работает без нареканий. И по тестам у нас все. Для новых зрителей хочу сообщить. Тестами на этом канале я занимаюсь больше 10 лет. И вся информация по тестам, включая результаты, методику, что, зачем и почему, абсолютно все есть в описании к видео. По заточке каких-то особенных нюансов нет, но есть обычные. Во-первых, я затачивал нож в разборе. Однако я так работал, потому что нож разбирался для съемки. В обычных условиях для заточки нож разбирать не нужно. Плоскостные участки на клинке большие, и закрепить нож можно в любой заточной системе. Во-вторых, клинок плотной компоновки, поэтому для защиты рикаса я использовал проволочную скрутку. Такой фокус позволяет работать значительно спокойнее и не думать о ненужных царапинах. В-третьих, я использовал 3 серии абразивов: алмазы на металлической связке, алмазы на гибридной связке и алмазы матрикс. Я это делал, потому что тестовый нож с завода был не заточен, и такая связка абразивов позволяет получить результат быстрее и без вреда для абразивов. Опять же, в обычных условиях, когда у ножа изначально есть сформированный подвод, достаточно любых качественных суперабразивов. В-четвертых, и вот это, пожалуй, основное, С90V на Честе имеет неожидаемый для такой твердости запас пластичности. И отсюда контроль заусенца, работа на финишных этапах и выбор пасты для притиров
Все это требует некоторого внимания. В моем случае это алмазная паста 3 на 2 микрона. S90V изначально не самая острая сталь, ее сила в другом, и вдумчивая работа при заточке весьма полезна. Внутреннее устройство ножа, а именно разборка с целью очистки и смазки, сильная сторона Честа. Двойной закрытый радиальный подшипник не требует обслуживания, и разбирать нож придется значительно реже, чем это обычно бывает. Однако, если все-таки нужно, последовательность такая. Разборку мы начинаем с правой плашки. Для разборки Честа используется ключ, идущий в комплекте с ножом. Снимается гайка с правой стороны. Нож фиксируется в 2 точках. Второй элемент — это темлячное отверстие. Так вот, для снятия темлячного отверстия, для снятия втулки используется шестигранник 4 мм. Мы с вами разобрали нож. Подшипники установлены в клинок, а внутренняя обойма подшипников с 2 сторон фиксируется плашками рукояти. Именно поэтому применяются гайки. Именно поэтому усилие прижима, усилие закручивания гаек довольно высокое. Бонусом не требуется фиксатор резьбы. Двойной радиальный подшипник установлен в закрытом исполнении. Его не нужно обслуживать, его не нужно смазывать. Но вот что важно. Слева на оси Честа реализован антипроворотный механизм. В плашке есть выборка, и при сборке ножа устанавливать ось нужно внимательно. Если же нам нужно разобрать плашку полностью, то для снятия трехкомпонентной вставки используется шестигранник 2 мм. 2 титановые детали вставки фиксируют основной элемент из микарты. Клипса, как и лайнер, снимается с помощью отвертки, сбитой Torx T8. Плашки традиционно для Культротека имеют сложные выборки. Выборки не только ради облегчения, но и ради сохранения прочностных характеристик и правильного баланса. По итогу Чест — это нож без сюрпризов. Классическая плотная компоновка, полный формат, отличная сталь, грамотная конструкция, акцентированный упор в рабочие характеристики. После теста, после заточки, разобрав нож, изучив его устройство, становится ясно, почему Чест — это самый популярный нож компании. Все, что ты видишь, тем и является. И, пожалуй, единственное, что мне в ноже не особо нравится, это клипса. Поймите правильно, клипса нормальная, на карман садится приемлемая, не мягкая, но и не особо жесткая. Клипса глубокой посадки, и все с ней так. Но мне нравятся клипсы ярче, клипсы больше, наряднее. Справедливости ради, клипса именно такая, потому что это один из мостиков, связывающих бронзовую и серебряную серии. Конечно, в серебре клипсы имеют более сложный и более тонкий финиш, но клипсы похожи, и эта преемственность очень правильное решение. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, он вам понравился. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока.